Samsung Galaxy Y S5380 самый дешевый и доступный из новой линейки Samsung аппаратов на БАДа. Он будет стоить около 6500 рублей. Получился качественно собранным. Он полностью выполнен из пластика среднего размера, экран с диагональю 3,2 дюйма и стандартным разрешением для таких устройств 320 на 480 точек. Ну, его можно еще сравнить с Galaxy M, он подороже, этот подешевле. Как видно, дизайн устройства обоих телефонов похож. Используется аналогичное покрытие в обоих аппаратах задней крышки, то есть они пластиковые, но украшены рисунком, и кажется, что это металл. Сидит она плотно, не люфтит, не скрипит. В общем, телефон можно помочь, никаких проблем с этим не будет. С качеством все хорошо. Сзади находится 2-мегапиксельная камера, она делает достаточно низкое качество снимки, скорее даже типично для такого разрешения. Записывает видео 320 на 240 точек. Отверстие динамика. Крышка снимается сбоку. Внизу находится отверстие для micro-USB кабеля или зарядного устройства. Слева располагается кнопка для регулировки громкости, отверстие для крепления ремешка и выход на наушники находится вверху. Справа есть клавиша для блокировки экрана, она же позволяет и выключать устройство. Снимается крышка сбоку, отсюда. Собственной памяти здесь порядка 150 мегабайт. Поддерживаются карточки памяти. Слот для microSD находится сбоку, вот отсюда, вот здесь оно вставляется. Аккумулятор на 1200 мА. Работает телефон не очень долго, то есть если совсем мало пользоваться, получается дня 2-3, а так один день с где-то часом музыки, 20-30 минут звонков, ну и использование других функций телефона. Спереди находится динамик, автоматической регулировки яркости здесь нет, поэтому тут только датчик приближения присутствует. Внизу есть механическая кнопка, она выводит на главный экран. Если зажать ее, то открывается список запущенных задач. БАДа поддерживает многозадачность, теперь и не только БАДа приложений, но и Java можно увидеть в списке запущенных. Здесь под экраном находятся две сенсорных кнопки. Они срабатывают на прикосновение, ну, как видно, загорается подсветка. Можно с их помощью зайти в меню звонков, либо выходить из приложений. Кстати, у телефона есть такая окантовка, она проходит вдоль экрана, она чуть-чуть приподнята над поверхностью и, видимо, сделана для того, чтобы если устройство кладется на стол, под поверхность, то вот этот пластик передней панели не поцарапался. Сам по себе телефон работает достаточно быстро, здесь 800 МГц процессор, ну, каких-то синтетических замеров под эту платформу нет, ну, можно просто оценить, увидеть, как устройство функционирует. Что касается мультимедийных возможностей, то камера, как я уже говорил, достаточно простая, хотя можно заснять текст, даже несмотря на то, что макросъемка тут отсутствует, фотографирует он вполне неплохо, во всяком случае терпим, и разглядеть этот текст можно. Есть меню различных настроек, открывается оно вот здесь. Ну и можно выбрать какие-нибудь параметры, если есть желание. Можно активировать Wi-Fi, здесь есть обычный Wi-Fi, есть Wi-Fi Direct для обмена данными с владельцами других телефонов, то есть какие-то объемные файлы, ну, например, видеоролик можно отправить товарищу и показать его. Такой вот браузер, можно ввести нужную страницу. Клавиатура здесь, кстати, не очень удобна, несмотря на то, что присутствует QWERTY раскладка, выделены клавиши для смены языка. Она достаточно скучная и, видимо, чувствительность сенсора такова, что приходится точнее выбирать место, куда нажимать. В случае такого среднего уровня удобнее пользоваться другой клавиатурой, которая работает в альбомном режиме, если нужно активно набирать сообщения. Ее можно и тут активировать. Вот так она будет выглядеть. Так, еще раз
Ну, понятно, в общем, устройство соображает. Прокручиваются странички с небольшими подергиваниями. Не очень плавно работает мультитач. Но опять же, вот с такими задержками происходит увеличение и уменьшение масштаба. Можно открывать несколько окошек, создавать закладки, смотреть историю посещенных страниц. То есть достаточно функциональное приложение, но полноценной поддержки Flash здесь нет. Можно, собственно, попробовать набрать сообщение и показать, как выглядит это все на русском языке. Вот латинская раскладка, так будет русская, и можно что-нибудь напечатать. Причем на латинской букв меньше, и печатать там удобнее получается. Здесь приходится приспосабливаться, и быстро отвечать на сообщения не очень удобно. Если повернуть, то будет такая клавиатура, здесь уже становится заметно лучше все. Как видно, у телефона не очень хороший угол обзора, особенно если наклонять его влево, то картинка почти полностью выцветает. В других направлениях данные искажаются в меньшей степени. Но единственное нарекание к левой стороне, в остальном более-менее терпимо за такие деньги, учитывая то, что телефон не очень дорогой. Есть музыкальный плеер, как и у старшего Wave 3 поддерживается работа в альбомном режиме, такой вот Flow есть нарядный с цикличной прокруткой. Можно выбрать музыку. Так, громкость меняется. Динамик чистый, но не громкий. Работает меню переключения треков с заблокированным экраном с помощью такого виджета. Ну и можно ряд действий применить к мелодии, там установить в качестве мелодии или передать. Собственно, еще здесь имеется галерея в виде папок. Она достаточно простая, но работает, опять же, быстро, без каких-то заторможенностей. Можно повернуть телефон на бок и листать картинки. Тоже их можно масштабировать, ну или совершать с ними какие-то действия, там отправлять, передавать и так далее. Для навигации используются Яндекс.Карты, есть набор софта от Яндекса, Маркет, Метро и почта для проверки сообщений. Есть отдельный видеоплеер, который позволяет смотреть ролики. Можно, так, это видим видео с камеры, которая не воспроизведет. Вот эти должны работать. Картинка может масштабироваться, адаптироваться под экран и, в общем, подобрать удобное под себя разрешение. Есть файловый браузер, разные заметки. Ну, вот одна из игр на БАДе, которая доступна в встроенном магазине. Софта немного, потому что они должны быть перекомпилированы с первой версии БАДа под вторую. Но, во всяком случае, я особо изобилие программ не увидел в магазине, их совсем немного. Вот одно из таких бесплатных приложений, которые можно скачать и попробовать. Такая вот игра. Стоить телефон будет около 6500 рублей, что достаточно много за него, учитывая то, что программ немного. Камера среднего качества, экран тоже такого среднего уровня. Дизайн устройства не особо выразительный, но в принципе для многих бюджетных устройств это стандартная черта, такой простой, спокойный дизайн, но сборка качественная, придраться тут не к чему. Но думаю, что многие будут брать именно Android устройство за эту же сумму. Там Alcatel, например, 990 можно купить. В общем, выбор есть. И БАД устройство, наверное, интересно именно тем, что такой телефон из коробки, можно звонить, достаточно удобный журнал звонков здесь. В общем, сложно назвать какие-то сильные стороны телефона. Недостатков откровенных у него нет, но, в общем, такой типичный сенсорное устройство, недорогое, без ярких каких-то особенностей, и советовать его сложно, прежде чем как говорить о нем что-то плохое. Но обычный сенсорный телефон, а БАД, Samsung позиционирует его как смартфон. Да, тут есть многозадачность, но, собственно,
Самих приложений под эту платформу немного, и, видимо, это будет в первую очередь ограничением этого Samsung Wave Y индексу модели S5380.